Я родилась в Сибири. Я родилась в Алтайском крае, в городе Бийске в 1942 году. Что это за год? 1942 год. Это война. Это война. И кто мои родители? Молодые специалисты, только-только получившие дипломы об образовании. Мама получила место работы, она воспитательница детского сада. Папа получил место работы в отдел образования. И вот война. Ну, разве для молодежи есть какие-то чрезвычайные события? Конечно, нет. Два влюбленных человека. Повторю, только-только началась война. А у них только началась профессиональная жизнь. И вот они вынуждены были расстаться. Я родилась в 1942 году. И до 7 лет я фактически себя и не помню. У меня есть вот такая фотография. Вот я такая, маленькая девочка. И к концу войны нас было 3 человека. Еще 2 братьев, мама, я, 3 детей. И появился папа. Папа появился потому, что он участник войны под Ржевом. Самые тяжелые 2 года войны, когда в районе Ржева погибли 1 400 000 красноармейцев. И он вернулся с войны инвалидом. В 1947 году у нас появился еще один брат. Вот он. Ну, моя мама умирает в 1953 году. В стране тогда не было антибиотиков. Война закончилась в 1945-м, в 1953 году. Вот очень короткий период, когда вот так жила страна. И мы остались. Мы остались с бабушкой, с дедушкой. Вот мой дедушка. Вот мой дедушка, Николай Алексеевич. И вот так мы жили. Это вот, наверное, то, что я бы сказала о семье. Я учитель. Вот учитель. Наверное, это все-таки генетически. Я была направлена в отдел образования. Но в отделе образования мне сказали: ты знаешь, у нас открылась вакансия учителя биологии в школе рабочей молодежи. Это 60-е годы. Там. В школе рабочей молодежи. Это к 70-му году ближе. И я поступила в школу рабочей молодежи. Учительницей. Преподавала биологию. И было очень интересно, потому что приходили школьники, которые были старше меня по возрасту, у которых уже были дети и семьи, и у кого-то семьи уже и распадались. Было такое интересное в моей жизни, в моей преподавательской практике. Теперь хочу еще сказать. Еще однажды, когда мне исполнилось 45 лет, вот смотрите, я вдруг получаю вот такое письмо. Посмотрите, что здесь. Так, здесь
коллектив учителей, с которыми я работала, они меня поздравляют с 45-летием. Главное, что они... Смотрите, какая у меня моська тут на 45 лет. Ну, они мне тут много стихов написали. Вот они, например, моим детям пожелали: Оле желаем отлично учиться и на физмате скорее отучиться. Она параллельно с общеобразовательной школой училась еще в университете на матмехе. И все ждали, что она пойдет на матмех. Косте мы тоже хотим пожелать успешные экзамены в школе все сдать. Вот он закончил университет свой и сейчас тоже преподает в колледже в Ленинграде. И вот они мне такое стихотворение написали. Я не знаю, видно или не видно, но я с большой теплотой это все прочитала и это храню. Они тут пишут: она энтузиаст и вдохновитель, она директор и наставник, она советчик и начальник, быстра в решениях, легка в движениях. Своей школы патриот, и за нее на бой идет. Всех нас моложе, и всех красивее тоже. И оптимист, и смотрит вдаль, и пережитков ей не жаль. И верит, что построит ЦОВ и для детей, и для отцов. У меня был план построить центр образования взрослых, где не только среднее образование, но еще и каждый получает профессию. И это получилось сделать уже после перестройки. Я уже заканчивала еще один вуз. То есть вот таким образом. И вот у меня, я нашла фотографию, сейчас скажу, вот выпуск 79-го года, 8 класс. Посмотрите, вот какие черно-белые фотографии. Видите, все мальчики с белыми воротничками. То есть все вот такие. Все вот такие. Да, я 20 лет отработала директором в школе. Но вот во время перестройки, когда в стране стали говорить о психологической службе на предприятиях, это американцы принесли. Я присутствовала в Кремле на одном заседании, Горбачев тогда был, когда пригласили из Америки бизнесменов, большую группу, и стали говорить о том, как учить детей. Американцы стали нас учить. Я раскрыла уши, слушала и думала: ах, как здорово, ах, и нам тоже. И вот когда я приехала сюда, я подумала: боже мой, как мы ошибались в оценке. И зачем мы только следовали этим советам. Поэтому, мой 20-летний стаж работы говорит о том, что я приехала сюда до мозга костей с советским прошлым, с советским видением. Я вот закончила уже потом второй вуз, и там у меня было написано организатор образования и организатор психологической службы. И ниже строчкой написано «практический психолог». Мне очень повезло встретить интересных людей. Я стала заниматься общественной работой. Да. И было много внимания со стороны прессы. И нас снимали, вот меня и мою семью. Посмотрите, 1998 год. И была статья, я где-то хранила газету, но не нашла сейчас. И была большая статья о том, что вот я, учительница, приехала вот к своей дочери, у которой вот там т-т-т-т-т, и что я буду жить здесь теперь и помогать дочери. И писали «добро пожаловать».